Всем привет, я Ольга Юзен, и сегодня я вам хочу показать, как из обрезков ткани можно пошить хорошую и нужную вещь. Если вы, как и я, много шьете, то наверняка со временем у вас накапливается много, казалось бы, ненужных обрезков ткани. Но на самом деле, если правильно их использовать, то можно пошить очень интересную, красивую и эксклюзивную вещь. К примеру, вот этот пенал я пошила как раз таки из ненужных, казалось бы, обрезков ткани. Как я его пошила, смотрим прямо сейчас. Итак, я нашла у себя вот такие лоскутки. Так как это обрезки, они имеют абсолютно разный размер и форму, но это не важно. Так вот, что я вам предлагаю? Разрежьте каждый лоскуток по его самой длинной диагонали так, чтобы каждая из образовавшихся частей имела одну из сторон идеально прямую. Я разрезала на глаз, но вам я рекомендую разрезать под линейку. Идеальный вариант, конечно, это использовать круглый дисковый нож для ткани. В общем, продолжаем в том же духе. Теперь переходим к швейной машинке. Соединяем произвольно лицом к лицу ровными сторонами лоскутки и прошиваем. Можно зафиксировать булавками перед тем, как прокладывать строчку, но я решила обойтись без этого. Мне же, как всегда, не терпится. Дальше точно так же прошиваем следующий лоскуток лицом к лицу к получившейся детали. Так продолжаем дальше. Сразу хочу дать вам совет. После каждой прошивки обрезать излишки на изнаночной стороне. Я, к сожалению, сразу не сообразила. В связи с этим на изнаночной стороне образовалась ненужная толщина. Но вы-то уже знаете, что делать. В принципе, все остальные лоскутки присоединяем таким же способом. Единственное, нужно сказать, что когда деталь увеличивается и уже становится сложно подобрать широкий лоскуток, то я рекомендую вам отдельно сшить вместе два лоскутка, образуется более длинный лоскуток, а потом присоединять его к основной детали. Но не забываем, что одна из сторон должна быть абсолютно ровной. Так увеличиваем деталь до необходимого нам размера. В общем, я шила, и вот что у меня получилось. Я обрезаю излишки на изнанке, так как сразу их не обрезала. Теперь хорошо проутюживаем получившуюся деталь. Фиксируем ее булавками к уже заранее вырезанному уплотнителю основной части нашего пенала. Размер 30 на 30 сантиметров. И обрезаем ненужное. По периметру я зафиксировала деталь на оверлок машинки, но это не принципиально. Можно использовать строчку зигзаг или обычную прямую строчку. После этого я простегиваю всю деталь с изнаночной стороны, следуя линиям на стеганом синтепоне. Это очень удобно. Главное, чтобы было правильное натяжение нижней нити, так как именно она будет на лицевой стороне. Простегиваю в двух направлениях. Вот что у нас получилось. В принципе, можно оставить и так, но я хочу добавить дополнительные моменты. Для этого я использую обычную нить для вязания. Еще больше декоративных моментов. И еще больше. Вот что у меня получилось. Верхняя основная часть нашего пенала готова. Напоминаю, ее размер 30 на 30 сантиметров. Теперь остальные необходимые детали для пошива пенала. 4 внутренние части размером 30 на 11 сантиметров. Деталь размером 16 на 6 сантиметров и полоска длиной 30 на 4 сантиметра. Кстати, я уплотнила ее также стеганым синтепоном. И 2 молнии длиной 34 сантиметра.
Все детали готовы к работе. Итак, соединяем лицом к лицу основную часть и молнию. Сверху лицом одну из внутренних частей. Фиксируем булавками. Используя лапку для молнии, прокладываем строчку. Дальше эту же молнию соединяем лицом к длинной полоске и сверху лицом вторую внутреннюю часть. Также фиксируем булавками и прошиваем. Таким же способом вшиваем вторую молнию, но в обратном порядке. Теперь нам нужно проложить декоративные строчки вдоль молний с двух сторон. Для этого мы должны рассоединить одну из молний, сняв собачку. Устанавливаем обычную лапку и прокладываем декоративные строчки. После этого вставляем собачку обратно. И тут вам сразу маленький лайфхак. Just take it. Для того, чтобы оба края молнии аккуратно были вшиты в последующей работе, делаем следующее. Вставляем собачку и проводим ее до самого конца. И после снова вставляем ее до середины. Таким образом, молния остается закрытой с двух сторон. То же самое проделываем со второй молнией. Ненадолго откладываем основную работу в сторонку. Берем нашу деталь размером 16 на 6 сантиметров. Складываем и, подвернув края на 0,5 сантиметров, прошиваем. Можете предварительно загладить перед тем, как прошивать. Теперь разрезаем эту полоску пополам. Возвращаемся к основной работе. Отмечаем середину основной части. Соединяем ее с центром между молниями. Сгибаем вдвое ярлычок и вставляем его между метками. Вот так. Фиксируем булавкой, но лучше булавку вставить не вдоль края, как вы видите сейчас на видео, а поперек. В общем, я попозже исправлюсь. Таким же способом вставляем второй ярлычок. Дальше мы рисуем в углах такой квадрат 3 на 3 сантиметра. Но не забывайте отступать от оверложенной стороны 0,5 сантиметров. Проделываем это со всеми 4 углами. Теперь смотрите внимательно. Начинаем прошивать от этой точки до молнии. Дальше от декоративной строчки до следующей декоративной строчки. Дальше от молнии до молнии. И дальше, как начинали, но в обратном порядке. Не забываем фиксировать режимом назад-вперед в начале и в конце каждую строчку.
таким же способом прошиваем противоположную сторону. Вот что должно получиться. Теперь внимательно. Если у вас нет таких декоративных моментов, как у меня, из ниток для вязания, то вам нужно сделать следующее. Вырезать и, соединив обрезанные края вот таким образом, прошить на расстоянии от края 0,5 сантиметров. Все просто. Но мне же нужно сложно. И так как, вырезая квадрат в углу, я могу задеть проходящую нитку для вязания, мне нужно было обработать углы немного другим способом. Вот так. То есть я вначале прошила, а потом обрезала, а не наоборот. Дальше обрезаем ненужные края молнией и соединяем лицом к лицу внутренние части. Фиксируем булавками. Прошиваем первое отделение. И да, так как нам сложно ввести лапку в самую верхнюю точку, мы начинаем с того места, где позволяет лапка. А после строчки прошиваем оставшийся промежуток с другой стороны. Второе отделение мы сшиваем несколько иначе. Закалываем булавками в углах, но с разных сторон. Вот для чего нам нужно оставить отверстие для выворачивания. Поэтому мы начинаем строчку с точки чуть дальше от центра и до конца. Переворачиваем деталь другой стороной и делаем то же самое. Дальше просто рисуем во всех углах внутренних частей квадраты 3 на 3 сантиметра. Вырезаем. И да, используя отверстия для выворачивания, найдите собачки молний и откройте их полностью. Так вам будет удобнее сшивать углы. Сшиваем, как мы это уже делали ранее. Готово. Выворачиваем. Осталось закрыть отверстие для выворачивания. Фиксируем булавками. Прошиваем. Вот какой пенал у нас получился. И да, я все время говорю пенал, но вот подумала сейчас, ведь это запросто может быть и косметичка. Как всегда, я добавляю кое-какие маленькие детали. И готово!
Теперь вы убедились, что не нужно спешить выбрасывать оставшиеся обрезки ткани. Главное, это хорошая идея на их счет. А у меня таких много. Но об этом в моих следующих видео. Чтобы их не пропустить, обязательно жми колокольчик и подписывайся. Я буду очень благодарна. На этом все. До новых встреч. Всего хорошего. Пока-пока.